ввязываться в подобные интервью. Военная тайна. И тогда воровали, сейчас воруют. Это не свобода, а скорее беспредел. Сталин — это говно полное. Это идет просто геноцид народа русского. Кто Сталина не пробовал? Сталин как бы сильнее хайпанул. Почему россияне отдают предпочтение больше Сталину, нежели Путину? Вот 40% россиян проголосовало за то, что Сталин великий человек, а за Владимира Путина всего 15%. Вот почему такая разница? Ну, потому что, скорее всего, Сталин сделал так, чтобы мы победили во Второй мировой войне, а как бы Путин вообще ничего не делает, грубо говоря. Потому что Путин не вождь. 100 пудов он не вождь. А что ему не хватает? Ничего ему не хватает. Народ весь против него. Геноцид чистой воды сейчас происходит с этой вакцинацией. Так что передайте ему большой привет. Сталина я вообще не считаю выдающимся человеком. Путин жизнь покажет. Не могу ничего по нему пока сказать. А Сталин — это отвратительный тип. Результативная картина в государстве была более положительной, нежели сейчас. Сейчас вообще в мире происходит по большей части либерализм. Все направлено на свободу, на какую-то... люди ищут гармонии, и даже вот в политике все хотят получить свободу. Раньше, вот во времена Сталина, все было упорядочено, был какой-то порядок, были правила, свод законов. Сейчас он есть, но он только формально. Люди все гонятся за свободой, но не понимают, что это не свобода, а скорее беспредел. Как думаете, с чем связана эта разница и почему так? Ну, не знаю, может быть, потому что Сталин как бы сильнее хайпанул, не знаю, убил много людей, все-таки с ним страна к победе пришла как-никак. Может быть, поэтому, а про Владимира я ничего не хочу говорить. Путин еще не зарекомендовал себя так, как Сталин. Может, и не надо, наверное. Деяния Путина и Сталина немножечко, наверное, все-таки разные. Сложно сказать. Но Владимир Путин великий человек. Но Сталин, он выиграл войну. Поэтому я преклоняюсь перед ним. Но я рожден в СССР. Иосиф Виссарионович, как объяснить, был намного жестче, его более боялись. И не было такого, что, как объяснить, мягкости. То есть, если он говорил, он делал. Вы считаете, что наш российский народ любит жесткость и твердость в поступках, поэтому у него рейтинг больше, чем... Понимаете, дело не в том, в жесткости или в твердости, а дело в том, что руководитель должен отвечать за свои слова. И если он говорил, что это черный цвет, это был черный цвет. Если он говорил, что это красный цвет, значит, это был красный цвет. То есть у него третьего не дано было. То есть если он говорил что-то, он отвечал за каждое свое слово, и все его действия были как бы осознанны. Сталин войну выиграл? Выиграл. Все. А Путин? А Путин что выиграл? Выборы? Путин просрал всю экономику. Времена непростые, поэтому у каждого есть свое мнение на это. Все не так просто. Побольше надо читать книжек. Сложный вопрос. Не знаю, я вам даже не отвечу на этот вопрос, честно. Просто какие-нибудь предположения. У меня очень плохие, если я буду говорить, это точно не на камеру. С чем связана эта разница? Наверное, с уровнем жизни. Сейчас такая тема идет, что типа при Сталине был порядок, все дела и прочее. Толком там ничего не знают, историю не учили. Думают, что все было хорошо. А на самом деле там ничего хорошего, в принципе, в общем-то и не было. Так кажется. А сейчас вообще полный, по жизни вообще полный бардак. Так что и у Путина рейтинги падают. Но на этом уровне надо же с кем-то сравнивать. Соответственно, сравнение, типа, вот раньше было хорошо, раньше был порядок, все было честно. Хотя как воровали, так и воруют. И тогда воровали, и сейчас воруют. 40% считает Сталина великим человеком, а Владимира Путина всего 15%. Вот как вы думаете, с чем связан? Другой великий, по-своему и в свое время. Нельзя сравнивать того и другого. Это другое поколение, это другое поколение. Как можно сравнивать? Сталин, который заканчивал там семинарию, революцию. Народ-то исказили, господи, вообще мы сейчас другие, Путин другой, чем Сталин.
как можно сравнивать? Я не понимаю. Спасибо. Из другого теста человек, из другого теста, из другого поколения, из другого времени. Советское время. Сталин-то знал царя. Нас сейчас дети не понимают, и вы нас не понимаете. Вы живете в свое время, а мы в свое живем. Нет, Сталин жил с террористами, которые сделали вот эту революцию и гражданскую войну. Но Путин-то после всего этого. Он знал уже Отечественную войну. Ну как сравнивать, да? Совершенно две разные личности. Я вот Путина считаю великим. А Сталина нет? Не знаю, Сталина не знаю. В эти времена не жил. Каждому времени свой человек, свой президент. А какой он, как, это уже... Почему-то россияне отдают предпочтение Сталину, нежели Путину. Я не уверена в этом, что именно Сталину отдают предпочтение. Каждый, наверное, велик по-своему, и у каждого, наверное, найдутся какие-то ошибки. Сталин проводил очень много репрессий. Думаете, поэтому его поддерживает сейчас большинство людей? Ну да, боятся, значит, уважают. Я уверена, что молодое поколение вообще не представляет, кто это и что они делают, и что они сделали. А лично я стараюсь нейтрально относиться ко всему и не ввязываться в подобные интервью. Как думаете, с чем связана эта разница? Ну, потому что Сталин выиграл войну, считайте, смог мобилизовать народ при всех его недостатках. А Путин ничего не сделал, до конца помогал развалить страну. Ничего нету ни для молодежи, ни для кого. Какая жизнь сейчас, понимаете? Продукты питания не такие некачественные. Хлеб даже, батон, вот купишь, он разваливается. Все только ищут выгоду. Вода и мука. Вот хлеб невозможно жрать, извините за выражение. Сталин — это говно полное. И никакие там проценты не спасут его перед глазами тех, кого он убил. Сталин жил давно, и есть такая традиция у нас про покойных, особенно людей, которые у власти покойных, говорить только хорошее. В данный момент люди наблюдают ситуацию, то, что есть и хорошие какие-то стороны со стороны действий Владимира Владимировича, и также негативные, к сожалению. Вот это очень остро ощущается, потому что мы это переживаем сейчас, а плохие действия, которые совершал Сталин, были давно и, может, даже и неправда. Ну, знаете, кто Сталина не пробовал, тот понимает. А Путина, он великий человек тоже. Мудрые люди, старые люди, они не по политике, может, не такие грамотные, да? Институтов не заканчивали, но жизнь прожили. И они просто сравнивают, когда было лучше, тогда или сейчас. Сейчас идет просто геноцид народа русского. Где живу я, где живет моя семья. Меня зовут Степан, моя фамилия Шаумян. Просто травят народ. Просто уничтожают. Своими же, ну как своими. Кто там наверху, не люди эти, что сидят, просто травят народ и все. Не люди без национальности, скажем так. Сталин только все хорошее. Только поэтому это говорит правду, не скрывая. Вот он недавно сказал, совершенно, вы, наверное, слышали, он недавно сказал, значит, родители, которые имеют детей там чуть ли не 12 возраста, им нужна дополнительная доплата к пенсии. Обязательно. И даже до 17 лет ребята, которые учатся в институте, до 17 лет, тоже должна быть обязательно материальная поддержка. Этого у Сталина никогда не было. Я жила при Сталине-то, поэтому я прекрасно знаю и газеты читаю. Так а почему тогда у Сталина 40%, а его... Еще люди не поняли. Люди не поняли, потому что... Почему? Ну, сейчас дисциплина у нас совершенно другая, чем была ранее. Согласна? А вы еще молодая. Вот, дисциплина. И сейчас нет. Ну, порядка у нас больше, поэтому не нравится, понимаете? Он останавливает людей, вот даже в своих выступлениях он останавливает таких рвачей-то. Этого не было. Поэтому и разница.
почему мнение и предпочтение людей отдается прошлому? Сложный вопрос. Сталин... Вы говорите, восхищаются Сталином 40%? Про Сталина нет, я не согласен. Сталин много чего натворил за свои годы. И, ну, по сути, это второй тиран после Гитлера. То есть Советский Союз мог сам напасть на Европу и поделить ее. Вот. Ну, а насчет Путина... В геополитике, да, хорошо, молодец. Но надо заниматься экономикой. Вот. А экономика у нас, сами знаете, какая. Какие пенсии, какие больницы. 40% считает Сталина великим человеком, а Владимира Путина всего 15%. Вот как вы думаете, почему вот такая разница и с чем это связано? Ну, я думаю, что просто когда был Сталин, я как раз-таки человек того времени, и у меня мама рассказывала о том, что он действительно боролся за наш союз, за наших людей. Да, конечно, репрессии были, да, он где-то, может быть, был несправедлив, но он не один это делал, да. Но в любом случае у него была сплоченность, да, и вот эти страны, которые он сидел, бывшие наши советские республики, они были одно целое, и было одно сельское хозяйство, одни самолеты, все делалось в нашей стране. Теперь все развалено, я понимаю, что это не Путин развалил, а Горбачев. Вот. Но получается так, что у нас пенсионер не защищен, дети не защищены. Я, отработав 38 лет стаж, да, я вышла на пенсию с пенсии 6 тысяч рублей. Но это ненормально, понимаете? То есть человек, который ни дня не работал, он получает такую же пенсию. То есть при Сталине и там дальше, да, там следующие его продолжатели, так условно, но мои родители были защищены хотя бы тоже пенсии. Мы сейчас вообще не защищены ничем. Одна только говорильня. Мы вам это дадим, мы вам то добавим. Смешно там, я не знаю, какая у них идет конвертация того, что там прибавили 300 рублей, продукты выросли на 1000. Ну, я условно вам говорю, да, то есть прожить на то, что мы получаем, невозможно. Детям помочь невозможно при нашей пенсии. То есть мы вынуждены работать уже не просто после 60, да, а уже, наверное, даже после 70, только просто для того, чтобы не просто хорошо жить, а просто жить, без всяких вот каких-то хороших таких благ, которые были раньше. Раньше давали квартиры бесплатно, путевки бесплатно, был профсоюз, да, мы могли как-то стабильно жить. Мы точно знали, что у нас будет завтра. Сейчас у нас этого точно нет, у нас это отняли. Поэтому говорить о том, кто-то плохой, кто-то хороший, я точно не имею права. Просто это, ну, я считаю, что мы не вправе судить, да. Но то, что по словам и по моей жизни, моих родителей, моей жизни, когда я жила в Советском Союзе, у меня была стабильность, у меня был какой-то вот, ну, во всяком случае, в завтрашнем дне я точно была уверена. Вот только от вас отошла и вспомнила. Берий вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков. Ну, прям минуту в этой, думаю, что же я не спела песенку. Спасибо вам.